Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я обещала вам, что отдельно сниму видеоролик и подарю вам ритуал закрыть врага на замок. Точнее, волю врага, так, наверное, правильнее. Силу врага, волю врага на замок. Мы проводили этот ритуал совместно с вами, когда проводили прямой совместный ритуал во имя Руси. И там мы сделали немного по-другому, поскольку это нужно было сделать коллективно, всем нам, в угоду нашей страны. Иногда такие ритуалы, которые рассчитаны именно на одного человека, да, для одного человека созданы, проводятся вместе, нацелено на какой-либо объект, начитывается. Но в этом случае мы провели вместе с вами, усилили действие этого ритуала коллективным ритуалом. Естественно, во имя страны в отдельности проводить вы не можете. По той причине, что этим всем должна руководить знающий человек. И у вас не получится, потому что силы не хватит. И потому вы этот ритуал можете провести только для себя. Я вам дарила очень много работ. И еще подарю для того, чтобы усмирять, успокаивать врагов, завистников, недоброжелателей, бывших свекровей, еще кого-то, которые не дают жить человеку. Но есть вот несколько различных аспектов. Например, ты снимаешь человека порчу, снимаешь эту черноту, снимаешь проклятие, смотря что у человека. И это уходит, это разбивается, это возвращается к тому, кто сделал, и обратно не приходит. Это, если это черная энергия родового проклятия, предположим, ты усмиряешь те духи, которые пришли мстить роду, и они останавливаются и уходят. Если ты просто снимаешь какую-то черноту, предположим, которая пришла к человеку из-за зависти людской, да, она как бы от мира пришла, от разных людей, она уходит и разбивается, понимаете, она, вот эта энергия разрушается, все, освобождаешь человека от этого. Это один момент. Когда человек сам делает чистки, убирает. Я вам говорила, что мы все время перенимаем. Здесь не так сказали, здесь не так посмотрели, там оскорбили, тут как-то нагрубили, ты ответила, тебе сказали. Не обязательно, чтобы человек желал тебе смерти или там преследовал до конца жизни, но вот эта отрицательная энергетика, которая все время, которым пропитан мир в данный момент, мы выходим, мы общаемся с людьми, мы же не живем на необитаемом острове. Естественно, мы все время вот как бы перенимаем вот эту всю энергию негативную на себя. И время от времени стоит почистить, убрать вот этот слой грязи со своей энергии, со своего ментального тела, которое невидимо, но которое очень большую роль играет в нашей жизни. И как бы это все уходит, эта вся энергия отрицательная черная разбивается и освобождает человека. Это одно. Но есть такое, знаете, есть такие люди, хронические завистники, я их называю, они не могут успокоиться. Вот, например, ваш муж развелся с женой когда-то, через некоторое время встретил вас, вы не уводили его из семьи, ничего. Наоборот, там была измена, и он как бы развелся с этой женщиной, и она пошла жить с тем мужиком не получилось. А он уже женатый, у него есть ребенок от вас и семья. Одним словом, вы живете вместе, все. У каждого своя жизнь, вы не враждуете с этой женщиной, вам делить нечего, как вам кажется. Но эта женщина не может успокоиться. Вот у нее жизнь не сложилась, она сама своими руками испортила себе жизнь, но и вам жизни не дает. Кто-нибудь спросит, ну это же ненормально, так не бывает же, вот как можно, я, например, не буду так. Но вы никогда не ставьте себя на место кого-то другого, вы никогда не мерьте своим аршином. Вы бы не сделали, но есть люди, у которых с головой
беда, или с душой беда. Вы же смотрели, я же вам вот в сообществе скинула, когда ноги задирает в такси. Просто человек сказал, вы скажите адрес, куда мне ехать. Вместо того, чтобы просто сказать человеку, вот по этому адресу, и все, и никаких проблем. Ему грубят, ему закрывает рот, в конце бьет, значит, ногой ему в лицо. Вот в таких происшествиях, например, такое может закончиться очень плачевно для нее. Предположим, ехала бы она одна ночью где-нибудь в лесополосе, вообще не важна национальность таксиста, вот так бы она себя повела, очень может быть, что он бы ее вытащил, убил и выкинул там на обочину. Очень может быть, понимаете? Вот о чем речь, что есть люди, которые просто делают зло, потому что это им доставляет удовольствие. Люди, которые сами по себе ничтожны, всегда унижают других, чтобы опускать их на свой уровень. Ничтожный, карликовый уровень, понимаете? Вот ты Гулливер, а он карлик, он хочет опустить тебя до своего уровня. Не отвечаешь матом, грязью, ничего не говоришь, это не устраивает. Человеку хочется показать. И вы замечали, например, вот подходит, скажем, кто-то продавцом, может, работает где-то, не обязательно продавец на рынке, но работает, например, в магазине. Вот очередь стоит, ну, имею в виду, в магазине там одежды, игрушек, ну, как хотите, телефонов. Вот стоит очередь за ним. И приходит женщина. Вот мне этот телефон. А почему? А какого года? А почему так дорого? А в других магазинах? А почему вы мне так отвечаете? А может, я хочу купить? А почему у вас нет такого... Так, позовите мне директора. И вот стоит за ним огромная очередь. И будет доводить до слез специально. А почему вот не так... Вы нехорошо обслуживаете. Как ваше имя? У вас есть лицензия? А паспорт покажите. Вы имеете право в России жить? И вот начинается это все. То есть выводит до того, чтобы ты ответила ей, да, что-то грубое сказала. Грубое скажешь, а потом, вот посмотрите, она мне грубит. Она неадекватная. Вот посмотрите. Точно так же происходит в школе. Например, учителя довели, там высмеивают, он говорит, там, к доске Иванов. А Иванов такой сидит, смотрит. Я говорю, к доске, а я не пойду. А что это за поведение такое? А вот так вот я не хочу идти. А что такое? А я вот имею право. Начинает доводить учителя. И когда уже учитель выходит из себя, включают камеры, эти малолетние подонки, и начинает, значит, учителя снимать, чтобы потом себя выставить в роли жертвы. Понимаете, вот я такая бедная, несчастная. И заметьте, всегда тебе в лицо тыкают и говорят, что ты бегаешь по бабкам, делаешь какие-то, ты колдуешь на меня. Всегда те, которые сами так делают. Ты думаешь, по каким бабкам? Вот у меня был случай, когда в детстве у нас там по соседству две женщины, значит, подняли шум. Через забор что-то там кот прыгнул, не знаю, что там у них случилось. Мы вышли на то, что они орали уже. Одна пытается ей объяснить, что, послушай меня, но я же не могу кота, значит, контролировать, привязать. Ну, коты, они ходят везде, да, не скажешь коту, не ходи. Собака, другой вопрос, да, опустили собаку, если там она вышла случайно, извините, больше такое не повторится. Но кот, что ты с котом сделаешь? Сельский кот ходит куда, где он хочет. Вот, ты специально своего кота, значит, сюда кидаешь, ты по бабкам ходишь, ты на меня порчи делаешь, я знаю. Причем она говорит той женщине, у которой есть... Она главный бухгалтер, работала в медучреждении. Сын у нее открыл фирму. Значит, муж там какой-то заведующий где-то там работал. То есть это абсолютно люди в достатке. И это вот бабка, сплетница, у которой дом разваливается, муж пьяница, сын сидел, выходил, опять сел. Она и говорит этой женщине, ты мне делаешь порчи, ты мне завидуешь, ты ходишь по бабкам. Она так посмеялась, говорит, женщина вообще в своем уме. Зачем мне ходить на тебе порчи? Я хотела сказать, ты и так порченная, ты и так несчастное существо. Куда уж хуже тебе сделать, понимаете? Почему? Потому что потом, через некоторое время, я узнала, что эта бабка ходила везде, искала, даже там наших соседей спрашивала, где-нибудь тут есть
вот я хочу пойти, мне надо узнать, почему на жизни такие несчастья происходят. Ну, несчастье происходит, потому что муж алкаш, она неадекватная, дети разъехались, убежали от них кто куда, вот поэтому несчастье. Люди же не ищут причину в себе, они ищут причину в чем? Порчи навели, начитали. Это не потому, что я просто абсолютная тупизна и не хочу ни работать, не стремлюсь ни к чему. Это потому, что на меня порчу навели, вот поэтому я такая вот алкашка и стала. Из-за порчи все это. Понимаете? Так вот, вот этот ритуал на тот случай, когда человек не может успокоиться. Понимаете? Вот ходит и ходит то одно. Если вы делаете чистки, безусловно, это помогает. Если вы начитываете себе защиту, безусловно, это помогает. Если вы сами это делаете. Если работает с вами ведьма, если она вам помогает, безусловно, это защита навсегда, и она очень сильная, и надолго начитывается, или навсегда, смотря какая там была проблема. Безусловно, эта порча снята и больше не возвращается. Но есть определенные случаи, когда это не родовое проклятие, это не один раз единичный случай, когда человек отомстил там или сделал, просто нагадил, или любовница мужа когда-то это сделала, а потом сама вышла замуж, уже забыла про это, но вот это сняли и вдогонку ей отправили. Это не тот случай. Это тот случай, когда есть человек, который вам не дает покоя. Ну вот бывшая свекровь, предположим, все время ходит, все время что-то на вас нашептывает, начитывает, чтобы вдруг у сына не было даже в мыслях вернуться к вам обратно. Понимаете, все время портите эти отношения. Или бывшая жена вашего мужа, которая никак не оставляет в покое. Вот мало того, что звонками, и вы чувствуете все время, что у вас вроде все нормально было, опять начинается, опять какая-то хрень. Если с вами работала ведьма, и она поставила вам защиту, чаще всего обойдется мелкими какими-то трудностями. Это означает, что защита вас сохраняет от более страшного. Ну, например, если пошли похоронили вашу фотографию, а у вас была защита уже, это значит, что у вас голова заболит, что у вас там клиент, который должен был прийти, не приедет, откажется. Вот такими мелкими трудностями вы расплатитесь, то есть заплатите за право жить дальше, и это обойдет вас стороной. То есть мелкие такие проблемы начнутся, которые тоже неприятны. Если вы сами делали чистку, и с вами никто не работал, то могут быть покрупнее. Например, авария, например, поломка машины, например, там забыли где-то, оставили там плащ или сумку, да, с документами, с деньгами. То есть вот такие вот вещи. А может быть и болезнь, может и операция, может и опаснее. Если они там ходили, заказывали, не сами делали. Обычно, когда сами делают. Вот я к тому говорю, что даже если у человека нету силы, но в любом случае, я вам для чего показала шонги, их орби называют, это бродячие духи, это души, это неупокоенные могут быть, это демонические сущности, разные. Те же самые бесы, как вы любите их называть. Они без дела вот просто шастают во Вселенной в основном. И они ищут человека, чтобы, знаете, так услуга за услугу. Вот я пойду испорчу жизнь, а ты мне поставишь там что-то, а ты мне разрешишь питаться его энергией. Есть в духовном мире, свои законы. И законы духовного мира, мира духов, гласят, что пока тебя не попросят, ты не имеешь права прийти и вмешиваться. Нападение духов и прочее – это совершенно другое. Это может быть место проклятое, это может быть насланное также. Просто имею в виду, что вот они ждут, и они с радостью выполнят любую просьбу, любое задание. Естественно, они не смогут так сильно ударить, как сделает это, скажем, ведьма. Если у вас есть защита, и эта защита поставлена профессионалом, естественно, эти духи, кроме мелких пакостей, больше ничего не смогут с вами сделать. Но и это тоже не очень нравится, правда? Так вот, вот этот ритуал направлен на то, чтобы закрыть эту возможность у вашего врага, неважно кто он, закрыть эту возможность постоянно вам пакостить. Просто закрыть его силу. И когда, закрывая его силу, он опять пойдет, будет просить у этих сил
по привычке, будучи уверенным, что вот получит опять же эту помощь и нагадит вам в жизни, то эти силы приходят и начинают питаться им самим. Потому что для них закрыто, вот поставлен запрет. И они начинают питаться его энергией. И когда ему становится плохо, один раз, два, три, он от вас отстает, потому что понимает, что ему же хуже бывает. Понимаете? Почему вот есть, например, такие случаи, что вот начитали на человека, а им плохо стало, там, дом чуть не сгорел, у них какие-то катастрофы случились. Слышали, наверное? Вот пытались кому-то сделать, а им самим стало плохо. Бумеранг здесь ни при чем, и бумеранг не существует как таковой. Человека наказывает сама судьба, сама жизнь. Если у него есть какая-то совесть внутренняя, может совесть наказать. Хотя чаще всего наказывают обстоятельства. Он сам себя ведет к казни. Мы так запрограммированы, когда мы нарушаем вселенский закон, мы сами себя тащим на плаху. Неважно, что мы нарушили. Мы нарушили неправильно, выбрали человека или сделали какую-то гадость, подлость, или просто сделали неправильно, да, не повели себя правильно на кладбище. Точно так же. Запрограммированы мы, чтобы мы жили правильно. Как только мы отступаем чуть от дороги, сразу же нам приходит это наказание, оно уже к бумерангу никакого отношения не имеет. Просто мы так запрограммированы. За ошибки мы должны платить и дальше двигаться. Я как-нибудь сниму видеоролик, обещала, просто никак не соберусь. Я сниму видеоролик «Замки в магии». Именно те замки, которые делаются на человека индивидуально. Это должен быть скованный замок, только для него, по его заказу. То есть замок, которого нет больше нигде, только вот один такой. Может быть, есть мастерская купцов, где можно в одном экземпляре купить. Это совершенно другое. Там работает ведьма. Она на этот замок начитывает, и на этот замок можно начитать как на удачу, так и на нечто другое, как и на защиту рода, семьи. А работы, которые с замками для всех, там подходят любые замки такого производства. То есть я к чему говорю? Что вот если вам, например, кто-нибудь говорит, что он сделает вам защиту на обычный замок и отправит, этот человек ничего не понимает в магии, если не сказать, что он врет. На такие замки, то есть просто вот что там начитывать, отправлять, это не тот случай. Замок должен быть индивидуален. И желательно, чтобы замок человек сам отправил ведьме. Вот когда сам отправляет, тогда работа более сильная. Собственно говоря, придет это время, это тоже объясню, и такой ритуал тоже дам. Просто не могу разорваться, к сожалению. Не зря же женщин-богинь изображали с несколькими руками, потому что женщине несколько рук очень нужно, понимаете? Это не руки в физическом плане, это в том, что она успевать должна все. Это семья, муж, ребенок, это хозяйство, это дом, это родственники, это работа, это карьера, это родина, это воспитание и все прочее. Все это вместе должно быть, поэтому ей нужно много рук. Итак, берете замок, открываете замок. Желательно, чтобы замок был, который не защелкивается, а на ключ открывайте, закрывайте. Я сейчас не буду это делать, потому что у меня нет нужды, я не хочу этот замок сейчас использовать для этого. Значит, открывайте замок, 3 раза читаете и закрывайте замок. Вытаскиваете ключ. Эти ключи вы должны хранить у себя, и замок в том числе, долгое время. Когда опасность отпадет, предположим, через некоторое время ваша бывшая свекровь умрет, например. Или, перестанете бояться этого всего. Можете оставить навечно у себя этот замок, не мешает. Можете повторить с другим замком через некоторое время, если опасаетесь. Если оно как бы остановилось, но еще чуть-чуть у вас есть опасения. Можете повторить, но с другим замком точно так же сохраняя этот замок. Когда все закончится, можете этот замок кинуть либо в реку вместе с ключом, можете, закопать, но ключ тогда отдельно.
Ключ вы не должны никуда, ну, то есть закапывать рядом с замком. Ключ вы можете в таком месте выкинуть. Вообще желательно, чтобы очень долго этот замок не открывался никак. Чтобы этот замок никто не трогал, кроме вас. Вы хозяин замка и ключа. Вот ключ у вас в руке, как там сказано, и воля его в вашей руке в том числе. Надеюсь, что поняли все, что нужно было понимать. Итак, начитали. 3 раза читайте, закрывайте ключом и, значит, храните ключ замком. Желательно отдельно, чтобы если вдруг кто-нибудь найдет, не открыл. Замками очень сильно срабатывает. Вообще во всем срабатывает сильно, но замками, с наузами я вас учила, показывала. То есть вот есть определенная такая направленность магии, которая у простых людей срабатывает лучше, когда вот делается таким образом, а не иначе. Итак, значит, заговор у нас с вами следующий. И я уже объяснила, как это делается. Да, откупаться чем? Когда ваш враг немного приостановил, притормознул, скажем так, отстал от вас, и у вас дела пошли, вы поняли, что вы его закрыли, он больше вам не мешает. Вы знаете как? Вот некоторые спросят, а вот обязательно для, ну, можно тех, кто там ходит, делает, а может быть у меня начальница, которая все время со мной враждует, можно на нее, то есть можно, пожалуйста. Я просто привела вам пример, в основном от чего делается такой ритуал. В основном от человека, который не оставляет в покое. Если есть начальница, если есть сменщица, которая, скажем, придирается к вам, на родных и близких читать не следует. Там, на маму, на отца, если они не дают вам жития, от них надо уходить. Вы их тем самым не успокоите, это немножко другая энергия, ну, не сработает так, как надо. Соседка, если постоянно ходит там, не знаю, по милициям, пишет заявление, что по ночам у вас там кого-то убивают, еще что-то, что целыми днями дискотеки, милиция, вот такую вот фигню. То есть, как вам сказать, если вот это все происходит именно с людьми, которые постоянно, да, действительно придираются, надоедают, враждуют с вами, можно это тоже делать. Но здесь в основном рассчитано на порчу. То есть, если вам все время наводят это все, начитывать и закрыть силу этого человека. Потому что это кустарный метод, потому что это обычный человек, и обычному человеку подчиняются от силы те духи, ну, в плохом смысле, если призывает, да, низменные духи. Поэтому они так особо-то много не могут делать. Но если ходит к профессионалу, здесь уже нужна работа ведьмы, естественно. Тем самым вы не остановите. На время можете остановить, как бы для передышки. И от людей, которые просто навязывают, достают вас все время, пытаясь вам навредить. Заговор следующий. Небо-батюшка, земля-матушка, заклинаю вас, услышьте меня и внемлите просьбе моей. Голос мой взывает к богам с мольбой и поклоном. Закрываю я силу и волю врага моего. Отнимаю я силу и волю врага моего. Закрываю на замок. Отныне сила его в моей власти. Сила врага на замок закрыта. Ключом запрет поставлен. Ключ в моей руке, враг под моими ногами. Я его господарь. Он мой невольник. Пока замок не открою, его силу не освобожу. Кто хозяин ключа, тот и сильнее. Победа будет за мною, а врагу моему поражение. Слово в дело обращайся. Да будет так. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Все. Я прочитала 1 раз, вам следует прочитать 3 раза. И после чего закрываете замок. А все остальное я вам уже объяснила и сказала. Желаю вам удачи и никому спуску не давайте. Никому не позволяйте портить вам жизнь. Никто на это не имеет права. Если вы не делаете ничего плохого человеку, то человек тоже не имеет права делать вам что-либо плохое.
На один удар он должен получить 3, чтобы мозги встали на место. Всем удачи!